Вот, и сегодня я хочу показать мой новый проект. Это квартира, она тоже в хрущевке. Это такой ящик, который так выдвигается. Как можно удобно распланировать маленькую квартиру, если вы не знаете, с чего начать? Фактически это ниша, в которой находится кровать. В санузле есть секрет. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room! Рада снова вас видеть, заходите. Меня зовут Екатерина, я работаю в фармацевтическом бизнесе, и дизайн интерьеров и ремонт – это мое хобби, мне очень нравится. Вот, и я так понимаю, что мои проекты тоже людям нравятся, потому что квартиру предыдущую, которую мы снимали, она тоже в этом городе находится, она всем понравилась, я вижу, что очень много просмотров. Люди пишут хорошие комментарии, спасибо вам большое. Вот, и сегодня я хочу показать мой новый проект. Это квартира, она тоже в хрущевке, она маленькая, в ней всего 29 метров, это была однушка. Вот, посмотрим, что получилось. Эта квартира находится в подмосковном городе Солнечногорске. Это небольшой, хороший город, расположен на берегу прекрасного озера Сенеж. Он тихий, зеленый. Этот дом находится практически в центре города, он стоит почти на центральной площади, окна квартиры выходят во двор. Это второй этаж, кирпичный дом 1964 года постройки, хрущевка, как мы их называем, хотя, наверное, это уже послехрущевское время. Эту квартиру мы купили в прошлом году осенью, и когда мы ее покупали, она была в ужасном состоянии. Здесь не было, конечно, никакой мебели, квартира была... Но она считалась, что она продается под капитальный ремонт. Здесь все было разрушено, был ужасный поврежденный пол, оборванные стены, ужасный потолок, вентиляции не было в ванной, она была забита мусором. В общем, квартира была фактически в полном разрушенном состоянии. Вот, мы ее за год привели в порядок, отремонтировали, сделали капремонт, все здесь заменили, двери, окна, батареи, пол. В общем, все было сделано, чтобы она превратилась в нормальное жилье. Делая эту квартиру, мы взяли много идей из предыдущей квартиры, вы увидите это здесь, но здесь еще также много новых интересных решений, так что давайте посмотрим, что у нас получилось в этот раз. Мы находимся в зоне гостиной, и, наверное, нужно сказать о том, что здесь было раньше. Когда мы купили эту квартиру, она была пустая, очень в плохом состоянии. Здесь были ободранные обои, разрушенный пол, весь с облезшей краской. Вот, было понятно, что это под капремонт, но на самом деле это классическая однокомнатная хрущевка. Обычно это 29-30 метров в зависимости от дома, и планировка у нее стандартная. У нее вход, затем из прихожей вход в санузел, проход в гостиную в комнату и из гостиной проход на кухню. Это обычно в такой квартире, я думаю, в таких квартирах живет очень много людей в России, и не только в бывшем Советском Союзе, поэтому, наверное, будет интересно посмотреть, как такая обычная квартира превратилась в то, что мы сегодня вам показываем. В этой квартире мы постарались использовать как можно более простую отделку. В комментариях к предыдущему видео, которое мы снимали год назад, люди много писали о том, что неразумно сдавать такую красивую квартиру в аренду, потому что люди ее испортят, что там сломают. Но на самом деле, если присмотреться, в этой квартире все сделано очень просто. Здесь просто белые или цветные стены, это покраска. Если что-то произошло с ними, они испачкались или поцарапались, их очень легко покрасить, отремонтировать, потому что если у вас обои, например, то, конечно, нужно, во-первых, вы можете не найти таких же обоев в магазине, вам придется снимать все обои, готовить заново под обои стены, то есть это все гораздо более затратно и сложно. Если у вас крашеные стены, их всегда можно покрасить заново, если они белые, вообще вам даже цвет не надо подбирать, вы просто красите в белый цвет. Вот, также в этой квартире практически все сделано на заказ. Здесь сделаны дубовые столешницы, дубовые подоконники. Это прочный материал. Опять же, если что-то с ним случилось, этот дуб покрыт маслом. Если что-то с ним случилось, его можно зашлифовать, покрыть маслом заново. То есть, если у вас какой-то пластик, если что-то с ним произошло, даже если вы прожгли слегка, вам придется менять целый подоконник. Если у вас дубовый подоконник, вы его можете отшлифовать, отремонтировать. То есть, это ремонтопригодный материал.
Он очень удобный, ну, нельзя сказать, что он антивандальный, но ремонт такой квартиры с таким ремонтом обойдется вам гораздо дешевле, нежели вы используете какие-то другие материалы. В гостиной мы сделали вот такой комод, это он сделан на заказ, он висит на стене, под ним, у него нет ножек, потому что под ним легко тогда убирать пол. Вот, и у него сделаны выдвижные ящики. Эти ящики находятся рядом с рабочим местом, чтобы сюда можно было что-то положить, работая. Здесь 2 ящика для каких-то вещей. И здесь еще выдвижные ящики, тоже что-то можно сложить. Вот. При том, что квартира маленькая и в ней не очень много места, мы старались, чтобы было много места для хранения, чтобы можно было все-таки убрать какие-то вещи, там, потому что других шкафов, собственно говоря, нет. Еще есть кухня, есть гардероб прихожей, это все шкафы для хранения, которые здесь есть. Здесь находится рабочая зона, здесь можно сидеть работать, можно смотреть, перед окном светло, не нужно зажигать специально свет днем. Вот этот стул можно найти на маркетплейсе In My Room похожий. Вот. И под столом находится чугунная батарея, она новая, на самом деле, современная чугунная батарея, мы ее покрасили в белый цвет, здесь раньше была такая же чугунная батарея, но нам пришлось ее заменить, потому что она была уже довольно старая. Вот. Что касается батареи под столом, в комментариях к предыдущему видео некоторые люди боялись, что будет очень жарко, но на самом деле я сижу за этим столом, мне не очень жарко, но если вдруг будет жарко, за батареей есть кран, можно ее перекрыть. Если в квартире очень жарко, вообще это очень теплый дом, здесь иногда приходится закрывать одну батарею, потому что очень жарко в квартире. В этой квартире сделан натяжной потолок, он единый практически. И мы решили, что верхний свет будет сделан только в зоне кухни, а в зоне гостиной мы повторили решение из предыдущего нашего проекта и сделали такие вот светильники бра на дубовых таких панелях, протянув за панелями провода. Это удобно, потому что отдельно взятые светильники, если бы они были без панели, может быть, они смотрелись пустовато. Из гостиной можно пройти на кухню. По дороге на кухню хочу показать вам такие вот акцентные подушки, которые сделаны прекрасной российской дизайнершей Анастасией Курбатовой. Мне очень нравится ее творчество. Вот эти подушки очень сильно украшают. Диван такой одноцветный, такой спокойных тонов, а подушки приносят радость. Вот, на кухне тоже есть такой цветной акцент. На самом деле я хотела сказать, что вся квартира, если обратить внимание, она вся белая, у нее нет особо никаких в ней акцентов, вот, и она сделана достаточно с помощью дешевых материалов, в общем, здесь ничего такого нет. Но чтобы квартира все-таки производила впечатление нарядной и дорогой, всегда можно сделать один маленький акцент, может быть, это на кухне или где-то, где вся семья собирается, и вот в данном случае это таким акцентом является ярославская плитка. Это из росы, сделанная вручную на заказ в городе Ярославль. Вот. И вот эта плитка, которую мы наклеили на вытяжку, она тоже сделана на заказ в той же мастерской. Вот. И надо сказать, что, да, может быть, эта плитка сама по себе дорогая, но ее совсем мало. Здесь меньше квадратного метра, поэтому в общем объеме расходов на ремонт, конечно, это капля в море. Поэтому, когда у вас в целом ремонт сделан недорого, он скромный, белый, и когда у вас есть дорогой акцент, это всегда смотрится хорошо. Ну, теперь давайте поподробнее посмотрим, что есть на кухне. Но прежде всего я хочу сказать вот про эту деревянную полку. Ее сделали на заказ, сделал ее мастер из города Пскова. Вообще вся эта квартира сделана российскими мастерами, а ремонт вообще сделан руками местных, локальных солнечногорских мастеров. Вот у нас прекрасные есть люди с золотыми руками в нашей стране и даже в нашем городе. Вот, что касается кухни, чем она оснащена? Эта кухня оснащена практически всей техникой и даже больше. В ней есть все то же самое, что было в предыдущем проекте, в предыдущей квартире. А над этой техникой есть интересный ящик. Это такое достаточно редкое решение. Купили мы эту оснастку у китайцев, в России я не смогла найти. Это такой ящик, который так выдвигается. Вот. И благодаря вот этой оснастке, благодаря выдвигающейся внутренней части ящика, можно легко добраться до всего, что лежит наверху. В данном случае у нас там какие-то банки пустые, с чем-то, здесь чай. В общем, все, что не каждый день, не каждую минуту пользуешься, но тем не менее нужно хранить наверху. Такой вот выдвижной ящик раскладной, он очень удобный для того, чтобы все это хранить. И потом все это легко можно убрать наверх. Вот, рекомендую всем такой ящик.
Вот, дальше на кухне у нас есть холодильник, вот, он маленький. Здесь также есть небольшая посудомоечная машина. Вот, я вообще не очень люблю узкие посудомоечные машины, но сюда влезала только маленькая, она вполне себе функциональна, тоже для одного человека достаточно. Дальше здесь мусорное ведро, фильтры для воды, измельчитель для отходов кухонных для раковины и всякие моющие средства. Кран оснащен, соответственно, чистым фильтром, и здесь есть чистая вода, и здесь есть обычная вода. Над мойкой стоит полка, как и в той квартире. И эта полка, ее можно убрать на самом деле, то есть она просто стоит. Если она будет здесь не нужна, ее можно брать. Но так, когда моешь посуду, все-таки удобно, чтобы посушить здесь над раковиной, никуда не таскать. Вот, здесь есть такой же волшебный уголок, как в прошлом проекте. Вот, он мне нравится. Здесь много чего помещается в этом ящике, он очень большой. Вот, и им удобно пользоваться, можно все выдвинуть, задвинуть обратно. Вот, дальше под плитой ящик, классический вариант вилки, ложки, ножи. Здесь стоят у нас чашки, посуда, поскольку не очень много шкафов настенных, практически их нет. У нас здесь чашки, блюдца какие-то хранятся. И здесь внизу тоже что-то из посуды, там какие-то специи, ну, в общем, все, что нужно для готовки. Вот, и здесь стиральная машина находится. Вот, это машина с сушкой, полноразмерная. Вот. В общем, поставили мы ее здесь, потому что в ванной для нее не было места, поскольку вообще маленькая квартира, не имело смысла прятать эту машину где-то еще. Вот так устроена кухня. Да, и здесь газовая плита. И надо сказать, что еще два слова по поводу газового шланга и трубы. В комментариях к предыдущему видео, когда я рассказывала, там, как мы собираемся спрятать некрасивую газовую трубу на кухню, один комментатор, спасибо ему большое этому человеку, если он меня сейчас смотрит, я прям хочу сказать спасибо за совет, он посоветовал просто закрыть дубовой деревянной панелью трубу, чтобы ее не было видно. И мы так это сделали в этой квартире. Вот, и получилось, что труба газовая, она там есть. Вот, к ней можно добраться, там кран, все это есть, но ее не видно снаружи, то есть у нас такая панель. Здесь, может быть, мы какие-то сделаем крючки, что-то повесим, пока она просто у нас такая панель. Вот, спасибо большое за совет. И вообще, пожалуйста, пишите какие-то хорошие идеи в комментариях, люди смогут реализовать ваше решение, может быть, кому-то это поможет. Еще я хочу сказать, что у нас есть вот такой вот необычный стол с вырезанным углом. Он висит одним концом на стене, а другим концом опирается на две ножки, которые мы купили в компании, которая делает ножки для столов. Как и в той квартире, мы воспользовались их продукцией. Вот что я хочу сказать вообще, почему стол так стоит и вообще как можно удобно распланировать маленькую квартиру, если вы не знаете, с чего начать. Есть очень простое правило. Прежде чем вы будете делать планировку своей квартиры, вот у вас есть периметр, да, вы должны понять, кто будет жить в этой квартире и какие потребности у этих людей. Таким образом, сначала вы должны составить список требований к квартире, что там должно быть. После этого вы должны определиться с мебелью. Вы должны выбрать мебель и примерно понимать, какую вы мебель хотите, в каком стиле. После этого вы должны в идеале, конечно, купить эту мебель. Если вы не можете купить мебель, хотя бы вы должны понимать, какого типа и где мебель вы будете покупать, когда придет время. После этого вы должны расставить эту мебель в своем периметре. И только после этого вы должны нарисовать стены между этой мебелью. Тогда у вас вся ваша площадь будет использована оптимально. Вам не нужно будет бегать искать, после того, как вы построите стены, вам не нужно бегать искать диван или шкаф, который вот именно вот такого размера, чтобы он сюда вписался. Он у вас уже есть, и вы его уже вписали заранее. Вот такой совет, если вы им воспользуетесь, вам будет гораздо проще распланировать любое тесное помещение, когда вы не понимаете, где у вас что будет. Вот здесь вот была такая же история. То есть, когда мы думали, где поставить стол, от дивана до кухни было расстояние. Он стоит посередине между диваном и кухонной столешницей. Но ровно на его угол приходился угол ванны. Поэтому просто вырезали этот стол. Этот стол сделан из дубового щита, из столешницы. Да, он просто изготовлен на заказ. Вот, таким образом, у него нет угла, зато он здесь широкий. Здесь можно что-то поставить, за ним можно сесть втроем, в принципе, даже при желании вчетвером. Вот такое было решение. Мой вам совет, он очень полезный. Если вы хотите узнать больше полезных советов, подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room. А если вы хотите стать героем следующего рум-тура, присылайте фотографии своей квартиры на эту почту и небольшой рассказ о себе.
во всей квартире сделан единый натяжной потолок, кроме вот этого небольшого помещения, которое находится за этой раздвижной перегородкой. Это спальня. Фактически это ниша, в которой находится кровать. Кровать занимает всю эту нишу. Ее можно держать открытой, эту нишу, можно здесь спать, читать, сидеть. Здесь есть телевизор, здесь есть полки для книг. Вот. И можно закрыть, если пришли гости или вы не хотите, чтобы эта зона была открытой, можно закрыть обратно перегородку, тогда здесь будет перегородка. Вот. В спальне, что здесь интересного? Здесь на самом деле тоже нет никакой кровати, здесь стоит речное основание с матрасом. А под кроватью мастер сделал, у нас есть такой выдвижной ящик, вот, где хранится всякое постельное белье, всякое там покрывало, может быть, лишние подушки. В общем, этот ящик достаточно большой, его можно использовать для хранения вещей. Поскольку здесь совершенно небольшая ниша, здесь было только место для матраса, сделали мы его немножко подлиннее, он длиной 2,10, а не 2 стандартных метра, потому что, ну, чтобы была возможность смотреть телевизор, все-таки здесь 2 стены, чтобы было побольше пространства в длину. Вот. А за изголовьем, за подушками здесь сделана такая полка, и под ней, за вот этой вот перегородкой, идут 2 трубы отопления, которые идут к этой батарее. Здесь тоже была такая непонятная, страшная такая достаточно зона, непонятно, как было ее оформить. В общем, мы решили, что все эти трубы будут скрыты за вот этим изголовьем. Вот здесь сделаны полки для книг. Да, мы находимся в прихожей. Это маленькая прихожая, как у всех хрущевок, она 2 с небольшим квадратных метра. Тоже здесь особо разместить ничего не получалось, поэтому мы сделали здесь большое зеркало. Мы сделали здесь такую полку, на которую можно поставить коробки с ненужными шарфами или шапками или перчатками. Полка узковато получилась, но неважно, можно было сделать пошире, но так тоже хорошо. Вот, и здесь есть вешалка. Задник у нее сделан в виде, он отделан ламинатом, таким же, как и лежит на полу. И сделана небольшая лавочка для того, чтобы можно было присесть, зашнуровать ботинки, если кому-то это надо. Вот, в принципе, очень небольшое помещение, ничего тут не помещалось. Здесь находится еще электрический щиток. Вот, тоже как в той квартире, он у нас здесь стоит вольтметр, все, что нужно. Центральный автомат. И вот наш прекрасный электрик написал нам тут записку, на каком автомате что находится. Спасибо большое. Вот. Ну и какие-то вот постеры здесь повесили в свет. В общем, здесь вот такое помещение. Дальше из прихожей, когда мы идем в сторону гостиной, здесь расположен большой шкаф-купе с зеркальными тоже дверями. Вот, в этом шкафу есть место для одежды, есть ящики выдвижные для всяких нужных вещей. Наверху полка. Вот, и с этой стороны здесь тоже вешалка для длинных вещей. Здесь стоит гладильная доска, здесь стоит сушилка для белья, обувь внизу. Ну, в общем, такой вот шкаф для одного жильца квартиры, он достаточный. И еще со стороны прихожей сделан доступ к водяным счетчикам. То есть с той стороны у нас большой люк, через который мы имеем доступ к фильтрам и водогрейке, водонагревателю, а с обратной стороны, со стороны прихожей, ну, еще он вот так открывается. Вот и здесь, вот, пожалуйста, здесь счетчики, все краны. В общем, с этой стороны все регулируется. Вот, это удобно, потому что со стороны санузла не было места для того, чтобы разместить вот это все. Теперь пойдем смотреть санузел. Санузел здесь совместный, совмещенный. И он по площади такой же, как и был раньше. Он слегка расширен в сторону прихожей для того, чтобы можно было поместить душевую кабину. Но эта его часть, она вдвинута сюда, поэтому по площади он такой же. Санузел, здесь много тоже применено всяких хитростей, потому что он маленький, нужно было поместить сюда все, чтобы можно было здесь развернуться. Вот, ну что здесь есть? Во-первых, самое интересное – это то, как организован стояк вообще водопроводный в этой квартире, потому что стояк изначально находился на своем месте.
Вот. Но он был очень узкий и маленький, разместить в этой нише стояка невозможно было ни счетчики, ни фильтры водяные, ничего. Вот. Поэтому мы сделали из общего стояка отвод и сделали стояк, где расположены все краны и все, что необходимо, вот в этом месте. То есть это находится за унитазом, между унитазом и прихожей. И я покажу, как это устроено. Дальше здесь есть душевая кабина с дверью. И в этой душевой кабине он там есть люк, который открывается в стояк общий. То есть его сейчас не видно. Люк закрыт вместе с стеной, он закрыт плиткой кафельной, но есть шов, который не заделан, а он заделан силиконовой замазкой. Поэтому при необходимости, если вдруг придется иметь доступ к общему стояку, этот люк открывается, замазку силиконовая вынимается и обратно потом все это ставится. Вот мы решили сделать люк, чтобы потом в случае аварии ничего здесь не ломать и не портить. Вот, это такая кабина душевая. Здесь сделан пол из плитки на поддоне под плитку. То есть мы делали не керамический, не железный поддон, здесь поддон под плитку и выложен плиткой. Вот, что еще? Здесь, конечно, много зеркал. Здесь есть стеклянная стена, которая соединяется с кухней, с той стороны это кухня. И за счет вот этих стеклоблоков, конечно, здесь светло, и здесь как будто больше воздуха, кажется, что санузел больше. Плюс еще здесь есть большое зеркало во всю стену, но тоже, конечно, увеличивает этот санузел. Кажется, что он большой, на самом деле очень маленький, там меньше 4 квадратных метров. Вот, в санузле сделана дубовая столешница, на ней стоит раковина. Под столешницей мы сначала не хотели, но потом все-таки сделали полку, потому что здесь можно разместить какие-то корзинки там с нужным. Вот здесь сделан ящик. Вот, в ящике тоже лежит все нужное, там внизу какие-то там швабры для уборки складные. В общем, здесь тоже есть такой небольшой ящик. И плюс еще там проходят трубы на кухню. Вот здесь поставили корзину для белья, здесь есть мусорная ведерко, здесь есть гигиенический душ, в общем, все, что нужно. И электрический полотенцесушитель. Сделали мы его на заказ, он маленький, шириной 35 сантиметров. Есть фабрика в России, которая делает на заказ любого размера электрические полотенцесушители. В санузле есть секрет. За этим щитом, за этой стеной находятся все трубы и фильтры. Сейчас я покажу, как мы поступаем, если нам нужно что-нибудь там заменить. Значит, щит снимается. Он тяжелый. Вот, но тем не менее его можно снять. Вот так. Вот. И за ним располагается два фильтра, потому что в Солнечногорске в центре не очень хорошая вода. Фильтры это обязательное. И также в этом стояке располагается водонагреватель на 30 литров, который подключается в случае отключения горячей воды в доме. Его можно включить, там есть розетка. В общем, это то, что мы должны были спрятать в санузле, не заняв дополнительной площади. Здесь еще есть момент, что вот этот водонагреватель, он же толстый, большой такой баллон, да, вот, он по конфигурации он выдвинут в сторону прихожей. То есть там такая конфигурация стены, сейчас я покажу с обратной стороны, что мы его разместили, он как бы на антресоли, которая выпирает в сторону прихожей. Вот такое решение нам пришло. Вот, по-другому никак здесь это разместить было нельзя. Вот, тем не менее, все у нас поместилось. На этом наш рум-тур подошел к концу. Спасибо вам большое. Я рада была снова с вами встретиться. Надеюсь, что вам все понравилось. И, пожалуйста, пишите комментарии. Я обещаю на них отвечать. Пишите свои идеи. Это всегда очень интересно. Спасибо большое и до новых встреч. Пока.